Мир вам, друзья мои! Добрых вам дней! Знакомясь с вашими вопросами, сегодня увидел благоприятным коснуться одного нюанса, связанного с дебрями ваших взаимоотношений, где вы упорно продолжаете путаться, а некоторые даже умудряются основательно заблудиться. Итак, вопрос. Мария пишет: у меня так бывает, что когда муж сообщает вечером, что хочет куда-то пойти, я внутри начинаю сразу же хотеть, чтобы он этого не делал, вместо того, чтобы порадоваться за него. Я не понимаю пока, что именно меня цепляет, но когда муж сообщает заранее о своих планах, я отношусь к этому спокойно. А когда это происходит спонтанно, я часто расстраиваюсь и даже проявляю недовольство. У меня как будто бы в голове картинка нашего совместного вечера всплывает, и она рушится. Могу ли я попросить мужа по возможности сообщать заранее о своих планах? Или такая просьба вообще не нужна? Такая просьба вообще не нужна. Было бы очень хорошо, если бы вы вообще никогда ее не проговаривали. Но еще было бы лучше, если бы даже в мыслях не возникало намерения выразить такую просьбу. Но вот для этого уже надо многие качества в себе изменить в определенном направлении, так как сам факт наличия такого желания говорит о ложном восприятии упомянутой реальности. Давайте рассмотрим две закономерности, которые лежат в основе этих переживаний. И теперь несколько подробнее коснемся одной, которая одинаково сказывается как в мужчинах, так и в женщинах. Если учесть упомянутые в вопросе обстоятельства, где муж заранее предупреждает о намеченном мероприятии, тогда у женщины все в порядке. Она спокойна. Почему? Потому что у нее остается право планировать дальнейшее развитие событий какого-то дня. У нее появляется возможность контролировать происходящее. А такая возможность контроля, если она появляется, она всегда располагает к успокоению и к какому-то ощущению равновесия. И, соответственно, когда все выходит из-под контроля, то тогда что происходит? Конечно же, увеличивается беспокойство, где, более того, чем больше у вас каких-то комплексов, страхов, тем серьезнее и опаснее могут возникать делаемые выводы на основе этих страхов. Поэтому, конечно же, эта простая закономерность, она имеет место быть, и ее надо помнить и, естественно, учитывать. Но есть и другая закономерность. О ней мне бы хотелось поговорить чуть более подробней.
так как эта закономерность уже по-разному отражается как в мужском естестве, так и в женском. Но вначале мне бы хотелось воспользоваться определенными образными сравнениями, которые я вижу наиболее интересными для дальнейшего пояснения затронутого переживания и даст более интересную и понятную картинку для вашего понимания. Мужское естество подобно камню. Камень – это нечто крепкое, утверждающее, категоричное, склонное что-то разрушить. Женское естество больше похоже на воду. Мягкое, обволакивающее, принимающее, сглаживающее и склонное исцелять. Это характерные особенности, которые, соответственно, относятся к базовым началам мужественности и женственности. Мужчина склонен принимать решения, которые касаются внешних изменений, границы которым трудно различимы. Женщина имеет предрасположенность делать утверждения, касающиеся внутренних изменений. Граница здесь легко определяется и устанавливается. Имея такие базовые особенности, мужчина предрасположен определять и утверждать жизненный путь. Женщина имеет привилегию не становиться рядом с ним в качестве какой-нибудь асфальтоукладчицы, а встать за ним как очень важный помощник, способный создавать благоприятную психологическую поддержку. В гармонии природы предусмотрено именно в связи с такими вашими взаимоотношениями благоприятность движения женщины за мужчиной. Иные варианты, они могут быть допустимы, но только как исключение, связанное с нездоровым отклонением жизнедеятельности того или иного общества, и может быть только временным. Поэтому мужчина, когда принимает какое-то, на его взгляд, важное решение, намечает какое-то мероприятие, которое может нарушить чувственные женские ожидания, предположения, планы, являются для мужчины нормальными. И женщине для благоприятности развития именно женственности очень важно суметь позволить мужчине это делать. И независимо от того,
насколько разрушились какие-то наметившиеся планы, женщине важно суметь улыбнуться, поддержать мужчину каким-то хорошим напутствием и никоим образом не проявить расстройства, обозначая его виноватым. Такое поведение мужчины вовсе не связано с тем, что он якобы не уважает выбор женщины. Я хорошо знаю, что многие из вас совершенно элементарно способны ощутить в себе соблазн обвинить мужчину. Но это основано на духовной незрелости. А если выразиться иными словами, то такое поведение основано на обычной невоспитанности. Девочки, вам надо обязательно понять, обязательно, что мужчина, и особенно тот, в ком достаточно зрело проявляется качество мужественности, всегда будет видеть жизненные деловые цели, собственные жизненные деловые цели, наиболее важными, чем то, что касается вас. Эти жизненные цели у него всегда будут, потому что и должны быть на первом месте. Именно в этом проявляется истинное качество мужественности. На это лучше не покушаться. Если хотите видеть рядом хорошего, сильного мужчину, нужно будет понять эти ценности и научиться их уважать. Поэтому при таком сравнении вы всегда будете находиться на втором месте. И если вы, следуя эгоистическим интересам, будете прилагать усилия, чтобы добиться первого места в глазах мужчины, занять первое место, будьте уверены, вы своими усилиями однозначно станете разрушать наметившуюся к этому времени целостность в ваших взаимоотношениях. Если мужчина достаточно зрел по своим мужественным качествам, в такой борьбе вы гарантированно проиграете. Если же он оказался слаб, пока еще, вы все равно проиграете в конечном итоге. В такой борьбе вашим уделом будет одиночество. При таких обстоятельствах вы потеряете как сильного мужчину, так и не сможете ужиться со слабым. После чего, попадая в то, что мы обозначаем как одиночество,
от вас только и можно будет услышать вечное недовольство и о том, какие все мужчины нехорошие. Но это личная ваша слабость. Это порочный недостаток. А значит, если вы действительно рассчитываете создавать что-то интересное во взаимоотношениях с мужчиной, очень важно понять эти разные закономерности, которые характерны мужчине и характерны вам. Есть те особенности, которые никогда не будут одинаковыми. А значит, не все, что вам хотелось бы ожидать от мужчины, уместно ожидать. Ведь многое из того, что вы от него ожидаете, оно больше характерно женщинам. И мужчина, который уважает свои мужские качества, в этом случае не будет себя вести так, как вам бы хотелось. Вот будьте осторожны в такие моменты. Главное для вас – не осудить его, а попробовать понять и принять его как мужчину, помогая ему становиться еще более зрелым. Так как истинное проявление женственности исключительно всегда вдохновляет мужчину становиться более мужественным. Она будет помогать развивать в нем мужские качества. Так что будьте внимательны, будьте мудрыми. И желаю удачи вам в этом интересном обстоятельстве. Ну вот, на этом я завершу эту краткую встречу. Не хотелось бы перегружать ее другой какой-то стороной, связанной с вашими взаимоотношениями. Лучше я им буду посвящать отдельные встречи. До встречи, друзья. Мира и счастья вам. Будьте внимательными и мудрыми.